Не-не-не, там жести никакой нету. Думаю о том, что у тебя все красиво будет. Вдыхать тут еще. Ну вот, я иду на рекорд. Вера Спирина, топ-мастер перманентного макияжа. Опыт работы 11 лет. Многократный победитель на чемпионатах Interpermanent, Golden Needle, Global Permanent. Выиграла гран-при в категории «Эксперт» на Interpermanent 2021, получив звание чемпиона России. На чемпионате Golden Needle 2021 получила гран-при и звание абсолютного победителя. Заняла 3 первых места за растушевку век, 3 первых места за губы и 3 место за зажившие брови. Многократный спикер и судья на профессиональных мероприятиях, таких как PM Non-Stop, World Interpermanent. Приветствую вас! Я Вера Спирина. Мы на канале Hanafi Colors Pigments. И сегодня я покажу вам стрелочку с растушевкой на верхнем веке и растушевку нижнего века. Предварительно мы отрисовали эскиз. Эскиз я рисовала черным карандашом, немного растушевывала кисточкой и закрепила пудрой. Нанесла белый карандаш под эскиз, чтобы не потерять линию. Сегодня мы работаем 5 пигментами. Это будет сложная растушевка с переходом от более темного к более светлому. Первый пигмент, который я использую на верхнюю растушевку, номер 1, микс Ольги Костенецкой. К нему я добавляю молочный шоколад, номер 3. Примерно 5 капель, номер 1. И 3-4 капли молочный шоколад. Наш средний микс – это молочный шоколад и номер 3 – пигмент Ольги Костенецкой. 50 на 50. Темный цвет я использую номер 4. И на межресничку мы используем черный пигмент номер 7. На пигменты, которыми я работаю сегодня, действует скидка 10% по промокоду, который вы видите на экране. Чтобы воспользоваться им, необходимо зайти на сайт hanafi.ru, выбрать пигменты, положить их в корзину и ввести промокод. Сначала закрепляем эскиз правого глаза, глаз, который ближе к нам. Мы начинаем с межресничного пространства на средней скорости, маленькими движениями, небольшими, в 2 стороны. Осталась небольшая линия, можно продублировать. Нам нужно закрепить эскиз, чтобы это была полупрозрачная линия. И этот глаз мы оставляем. Оставляем, пока не сделаем левый глазик. Берем также средний цвет и закрепляем эскиз. Хорошо натягиваем кожу. Натягиваем кожу в линию, чтобы мы четко видели наш эскиз, и он лежал перед нами. Начинаем с межреснички, прокрашиваем хорошо кармашек. Мы все делаем без анестезии. Аня, как тебе? Все хорошо. Я так смело протираю. Вот она у нас такая полупрозрачненькая. Можно пройти еще немножечко по ней. Ну, совсем чуть-чуть. У нас нет задачи сделать четкую линию, четкую направляющую. У нас есть задача сделать легкую растушевку. У нас просто должна быть основа под эту растушевку. Ну, средним цветом прохожу там, где я не докрасила. Наверх мы не идем. Вот такая у нас основа, такая у нас направляющая. Сейчас, так как мы делаем без анестезии, мы пробежимся по всему веку, повредим кожу, ну, немножечко у нас останется пигмент. При этом на машинке я добавляю скорость. Я вообще люблю работать на высокой скорости. Это Шайен машинка. Изначально она стартует уже с высокой скоростью. Я делаю на блоке Critical 8. И по всему веку мы идем вдоль направляющей. Сначала вдоль направляющей. Потом немножечко переходим на вертикальные штрихи от межреснички наверх. Я работаю в 2 стороны. Довольно длинные штрихи. Движения у меня быстрые. Кожу натягиваем хорошо. В натяжке работают 2 пальца.
на левой руке. И мизинчиком вниз я подтягиваю кожу. У меня натяжка в 3 стороны. Мы процарапали верхнее веко. У нас образовалась такая легенькая пыль. Прям очень легкое напыление. На веко наносим анестезию. И вентилятором помогаем пережить боль. Анестезию мы держим недолго, минутку. Обязательно после того, как я протираю влажным диском, я промакиваю сухим диском. Берем тот же цвет, средний, и уже заполняем среднюю часть нашей растушевочки. Хорошо натягивая кожу в 2 стороны, длинными штрихами, быстрыми движениями мы заполняем нашу растушевочку. Работаем кусочками. Кусочек сделали, пошли дальше. Я работаю на большой скорости, чтобы получались пиксельки более мелкими. Получается такая пыль, очень легкая пыль. Если делать растушевки на более медленной скорости, то пиксели будут крупнее. Будем их уже видеть. Зажившая работа будет выглядеть грубее. Я не иду вниз, я немножечко прохожу нижнюю границу, но там мы будем затемнять коричневым пигментом, более темным. Поэтому я немножко прохожу, но мне в основном надо заполнить среднюю часть нашей растушевки. Идем дальше. Здесь кусочек у нас уже хорошо прокрашен. Натяжка в 3 стороны, длинными штрихами. Немножечко возвращаемся. Стараемся, чтобы кожа у нас была на одной плоскости. Натягиваем таким образом. Промакиваем сухим диском. И еще это место прорабатываем. Мы сделали средним цветом. И сейчас будем вытягивать верхнюю линию. Вытягиваем светлым цветом. Длинные штрихи в 2 стороны. Очень легко, поверхностно. Мы стушевываем нашу растушевочку с кожей, чтобы не было четкой границы. Для этого нужен светлый цвет. Работать им непросто, но нужно подстроиться. Светлыми пигментами всегда сложнее работать. Заходим этим цветом на нашу серединку, чтобы все было ровненько, не было никаких стыков. Протираем и смотрим, нужно ли еще где-то доработать. Покраснения могут быть, сосудики могут немножечко повылазить на такой коже. Когда мы закончим этот глазик, все сосудики уйдут. Я думаю, что достаточно. Наносим анестезию и пройдемся по нижней границе от межреснички более темным цветом, темно-коричневым. Мы используем 4. В 2 стороны длинными размашистыми движениями проходим по зоне от межреснички к нашей растушевочке. Хорошо прокрашиваем кармашек. Кармашек прокрашивается нелегко, поэтому быстрыми движениями от межреснички наверх и длинными штрихами. Таким образом мы можем его прокрасить быстрее. Тут работаем в 2 стороны. И по веку идем, затеняем межресничную зону. Серединку глазика тоже затемним. И сильно не выходим на веко. Берем светленький цвет и смотрим, где не хватает пигмента, немножечко добавляем его. Межресничку я делаю иголочкой трешечкой. Мы ставим на среднюю скорость, это у меня 7,1. Вылет делаем чуть больше и черной краской заполняем межресничку. Так как у нас нет анестезии на межресничке, мы сейчас быстренько процарапываем кожу и наносим анестезию. Проходим по межресничке небольшими шажочками, движения в 2 стороны, чтобы быстрее заполнить. Межресничку можно прокрасить за один проход, если вводить по одному месту несколько раз. Я межресничку делаю за 2-3 прохода обычно. Мы сделали верхнее веко, и сейчас я буду делать растушевку нижнего века. Смотрите внимательно, это сложная техника, но если делать все правильно, у вас обязательно все получится. Я работаю иголочкой-единичкой на средней скорости. Мы работаем черным цветом на нижней межресничке и растушевываем цветом номер 4.
Начинаем с коричневого, номер 4. Глазик просим, чтобы клиент приоткрыл. Начинаем с внешнего уголочка. Рисуем просто линию вдоль роста ресничек нижних. Мы процарапываем линию и наносим анестезию. Линию мы делаем примерно до середины зрачка. Мы нижней межресничкой не меняем форму глаза, а мы лишь загущаем нижние реснички. Чуть-чуть немножечко мы вытягиваем глазик, потому что мы делаем межресничку не на все веко, а от серединки зрачка до внешнего края. По заживлению будет легкая тень, но при этом глазик будет подчеркнут. Очень хорошо делать нижнее веко девушкам, которые любят наращивать реснички, потому что реснички сверху нарастили, а низ можно не подкрашивать. Мы процарапали и наносим анестезию. Протерли глазик от анестезии. И теперь самое интересное. Мы прорисовываем реснички. Начинаем справа, в общем, к себе. Да? Мы к себе рисуем реснички, упираясь в межресничную зону. Вот такими небольшими движениями заносим пигмент и распушаем. Если вам некомфортно с открытым глазом, можно это делать с закрытым глазом. Вот так просто выворачивая нижнее веко. Распушаем и создаем объем. Прошли по нижнему веку 3 раза. У нас получилась такая легенькая растушевочка, легкая пыль. Можно так оставить, но мы немножко усилим черным цветом. 1 раз пройдемся прямо по межресничке. Здесь, где выход нашей растушевочки, мы очень-очень легко пройдемся. Будем стирать, и этот глаз у нас выполнен. У нас готов левый глаз. Мы сделали растушевку верхнего века на правом глазике. И теперь делаем растушевку нижнего века. И, кстати, вопрос для вас. Работаете ли вы с нижним веком? Если работаете, ставьте плюсики. А если не работаете, напишите, пожалуйста, почему. Боитесь ли вы или вам не нравится результат? Мы продолжаем. Я беру коричневый цвет. Мы уже прошли 1 раз. Уже моя клиентка полежала с анестезией, у нас веко заморозилось, и мы приступаем. Как и на левом, мы делаем 3 прохода, только не от внешнего края к серединке, а от серединки к внешнему краю. Начинаем тоненькую линию в межресничной зоне и потихонечку расширяем ее, прорисовывая реснички. От межресничной зоны вниз. Движение у нас штрих от себя. И доводим до конца ресничек эту линию. Немножечко продублируем. И так мы делаем 3 раза. Ну что, мы закончили. Если остались вопросы, пишите внизу в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!